тяжело добирались. Так тяжело, что я так ужасно, я никогда не путешествовала. Никогда не было таких ужасных перелетов из-за того, что у нас рейс отложили из Москвы. У нас все наши вот эти вот пересадки, стыковки, все съехало, и просто у нас был полный дурдом. Я просто сейчас плачу от того, что я до этого держалась. Сейчас у меня просто уже все выплеснуло, я не могу. Ну, короче, мы добрались. Это очень длинная история, все, что было реально. Ну, просто длинная история. Я даже сейчас не готова даже думать об этом, не то, что говорить. Хочу спать. Но для начала мне нужна ваша помощь. Половина из тех, кто сейчас смотрит это видео, не подписаны на мой канал. Пожалуйста, подпишись на мой канал. Мне будет снимать для тебя видео гораздо проще и приятней. А мы начинаем. Доброе утро, мы на завтраке, в отеле проснулись, вчера вырубились, просто вот зашли реально, еле умылись и выключились. Мы жили вот в таком вот номере, на самом деле хорошо, что мы в нем жили всего лишь одну ночь, нам дали поломанную детскую кроватку, в комнате воняло сигаретами, были какие-то пятна на полу странные. Не могу сдержаться, весь пол вот такой, но в остальном вроде ничего. И вот это вот еще все прожженное. Ну, такой типа номер для курящих свиней. Но была огромная веранда, вообще огромный балкон, откуда открывался очень красивый вид на Черногорию. Природа, конечно, здесь, просто великолепно, радует глаз. Большая-большая веранда. Наверное, это все плюсы этого номера. Ну, еще, конечно, то, что этот отель был рядом с аэропортом. Показываю вам, что на завтрак. Итак, наш завтрак. Он выглядит следующим образом. Короче, мы заказали омлет. Булочки прямо испеченные, понимаете? Потом еще и фруктяшки принесли. Короче, мы тут будем, наверное, есть целый час. Потом, после того, как мы позавтракаем, через пару часов приедет капитан Костя. Он нас заберет из отеля и повезет кое-куда. Потом узнаете, смотрите, порции в Черногории всегда очень большие. Всегда. Вот реально, вот куда ни придешь, вот реально дофига положат. Просто, то есть, если это тарелка, то омлет во всю тарелку, понимаете? Вот мы сидим сейчас за столом. Смотрите, а где мои? Где Спарта? О, белочки набежали на белочник. А вон там детская комната, куда Спарте так хотел попасть, блин. А нам некогда. Скоро приедет капитан Костя. Пока на 100% я вам не могу рассказать, что будет дальше, потому что следите за моими следующими видео, которые будут. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылку оставлю в описании под этим видео, потому что подписчики моего телеграм-канала узнали о том, что я еду встречаться с капитаном Костей. И мы вот это вот все из телеграм-канала. Значит, какие у нас сейчас планы? Что я могу сейчас рассказать? Значит, мы ждем капитана Костю. Он приедет за нами на машине, заберет нас из отеля. Дальше мы поедем, скорее всего, в дом, в который нас пригласили. Не капитан Костя, а его друзья, его знакомые и по совместительству еще и наши подписчики там есть. И нас пригласили пожить в этом доме. Я так понимаю, они в летнее время, эта семья отдыхает в этом доме, а потом уже. Но мы не будем жить в доме всегда, потому что рядом с домом в 10 минутах пришвартовал свою яхту капитан Костя, и мы на яхте отправимся на несколько дней в наше путешествие. Куда? Ну, я думаю, вот вы догадались, куда. А если не догадались, то я вам скажу. На остров Духов, конечно же. Ждем капитана Костю. Итак, мы едем. Как думаете, это чья рука? Чья рука? Капитан Костя. Только мы его отвлекать не будем, потому что мы едем по серпантину, да, в Черногории, красиво. Черная гора. Дальше смотрите, все смотрите, будем снимать видео, конечно же. Спарти спит. Вот здесь слева озеро, которое полностью заселено змеями. Не успела сказать всем привет. Кто же это? Кто же это? Мы говорили, что... Каждый день и каждый час. И куда же мы идем? И куда же мы идем? Сон. Мои ролики для вас. Мой первый миллион, самый первый миллион. Посмотри вокруг. Ура! Сегодня к нам приехала Элиди. Начинается из порта. У нас начинается новое путешествие на катамаране. Мы поедем на остров Духов. Я хочу на остров Духов, пожалуйста.
И Спартак, он тоже хочет на остров Дугов. В общем, подписывайтесь быстрее на Телеграм. Сейчас активно будет капитан Костя вести его. Сейчас подписывайтесь на телегу. Будем там снимать. Я от удовольствия аж язык вытаскиваю. Ага. Это штурвал? Это самый настоящий. Вот это да! Посмотри, сколько здесь всяких приборов. Да, в люк не провалился. И это опасно, да. Сюда можно провалиться. Опасно. Опасно. Это дырка. Вот видишь, это дырка. Туда можно упасть. Будешь же закрыть, Спарташа? Да, Спарташа закрыл его. Это сетка. Ты знаешь, что, Спартак? Можно теперь не только бегать, но и прыгать. Вот так. Вот так. Вот так. После того, как мы повидались с капитаном Костей на катамаране Элиди, он отвез нас в дом своих знакомых, потому что капитану требовался еще один день для того, чтобы подготовить катамаран к походу, к переходу до острова Духов, заправить его, еще что-то там сделать, какое-то обслуживание. А мы этот день должны были провести в доме его знакомых. Короче, ребят, мы сейчас проснулись, мне нужно было дойти до кухни. Посмотрите, кого я здесь увидела. Не, он живой. Он живой, и он сидит. Ой. Кирилл, ты умеешь скорпионов убивать? Ну, сейчас увидишь. Всем доброе утро. Показываю вокруг меня и поясняю ситуацию. Мы сейчас находимся в просто обалденном, очень красивом доме. Дом очень красивый. Вообще спасибо огромное, что нас пригласили. Это очень красивый дом, он такой уютный, он какой-то прямо вот архитектурное какое-то достояние. Сейчас ждем капитана Костю. Мы не знаем, как нам поступить с яхтой, как нам запланировать наш поход, потому что у нас есть определенные планы, но мы до конца еще не говорили на эту тему. И еще там через некоторое время, через несколько дней поменяется погода. А мы, когда ходим на яхте, очень сильно завязаны с погодой. Конечно же, очень хочется на остров Духов. От этих гор здесь живности дофига. Вчера капитан Костя сказал, что видел вот по этой дорожке вот с ладонь черного паука мохнатого, типа тарантула, но в темноте сложно было разглядеть, и он убежал сразу, как увидел капитана Костю. И я теперь боюсь выходить туда. Короче, мы отплываем. Капитан Костя в деле. Приветики. Это наша команда. Знакомить будем в видео отдельном, ребят. В отдельном видосе. Ждите. Давай. Курс подготовки яхтсменов со Спарташей. Молодец. О, молодец. Так, все, держи. 2 года, мне кажется, самое время. Еще чуть-чуть подождать, можно уже поздно будет. Молодец. Ой, молодец. Ух ты, какой правильный перехват. Еще немножко, давай туда. Мечты сбываются, ребят. Я вновь на катамаране Элиди. Какая у тебя вкусная рыба, Сонь. Треугольная? Да. С кетчупом. Жесть. У меня какая-то овальная, а у тебя треугольная. Вот так. Капитан. Ну что, дорогие мои, Это виноградный сок. должны друг к другу относиться как братья и сестры. И за нашу А такие лайнеры на дизеле ходят? На чем? на мазуте. На мазуте? Ну что это самое дешевое? Не знаю, раньше... Серьезно, на мазуте? Серьезно? Самое дешевое. Слушайте, ну представляете, какой? Ну это не самый большой. Тут бывают такие, что выше, чем горы, да. Идет такой, а он выше, чем горы. Ну, 5-этажный дом, типа, да? Нам нужно ложиться спать. Завтра мы непосредственно после завтрака, я так понимаю, будем плыть до острова Духов. А сейчас 1:00 ночи, уже нужно ложиться спать. Доброе утро. Что у нас сейчас происходит? Мы сейчас завтракаем. У нас сейчас тут, кстати, вот каша. Тут сейчас я вам покажу. И выходим в море. Выходим мы куда? В сторону острова Духов. Идти туда недолго. Это остров, на котором типа все заброшено, там заброшены отели, и там просто, выглядит очень стрёмный остров. То есть, типа, прикиньте, целый Даже отель. как будто его никто не видел.
Ну, к нам, может, кто-то новый подписался. Прямо Короче, сейчас. да, там целый заброшенный остров с заброшенными А то зданиями. непонятно, почему дух. Там был отель, все вот просто брошено, как и есть. Короче, интересное место такое. Интересное Как место. будто все убежали, остались только духи. Мы поедем туда искать бусы, потому что последний раз бусы пропали именно там, на этом острове. На острове Духов бусы вараны. Так, если ты будешь мне сюда прилетать, я тебя прихлопну. Не надо мне тут. Короче, осы очень сильно пристают, когда у тебя не фрукты, а мясо. Яйца, мясо, вот это сыр, животный белок, короче. Так странно. Они становятся агрессивными. А у меня, короче, все время реакция на укусы ос плохая. У меня тоже реакция. Последний раз, когда мне... О, капитан Костя тоже. Последний раз, когда меня укусило в пальцы ноги, между пальцев ног, у меня все пальцы слились в единую лепешку. Просто была как надутая перчатка. И это было так ужасно. И у меня была температура. Ну, конечно... Ух ты, блин, коза! Кирилл! Ну, это просто вообще, какие не представляешь, она прямо в рот хочет. Вот если мясо во рту, она и в рот хочет. Это жесть. Колбаску хочешь? Колбаску. Давай. Отдельно без хлебушка? Хорошо, давайте рулетик скручу. Хочешь? Спарташа изволите. Спарташ изволил колбаску. О, артист. Ой, ты что? Внимательно смотри, чтобы среди еды, которую мы тащим в рот, не было осы. Внимание, с Кириллом что-то не то. Посмотрите. Запомните это лицо. Помимо того, что мы познакомили вас с капитаном Костей, точнее, кем он приходится нам, мы вас еще и познакомили со всей командой. Итак, мы сейчас отходим в море, и для того, чтобы отойти в море, нам надо закрыть все окна, так называемые иллюминаторы. Иллюминировать будем, смотрите. Так, это вот каюта, где я со Спарташей спала. Наверное, на следующую ночь будем спать здесь все-таки втроем с Кирюхой, потому что Спарташка очень любит, когда рядом папа. И с ним действительно проще. Если вы смотрели мои яхтенные ролики с предыдущих годов, 10 лет назад, совсем недавно, вы могли помнить о том, что в носовой каюте, а это носовая каюта, вот это, там каюта кормовая. Есть корма, есть нос. Я даже не знаю, какие еще ассоциации. Класс! Вы смотрите это видео 4К, ребятушки, поэтому включайте, если у вас хороший интернет, полнейшее разрешение максимально, чтобы наслаждаться. Потому что виды красивые, я специально снимаю 4К. Закрываем, чтобы нам не залило, потому что мы сейчас пойдем, и нам может сюда залить. Так. Ну, можно не закрывать. Готово. Пойду у Кирилла закрою. Кирилл, да, у Кирилла тоже открыто. Вот, мы идем в кормовую каюту. Вы можете посмотреть обзор на весь катамаран, он уже тоже вышел или выйдет. Вот тут плашечку повесим, если вышло. Если не вышло, то готовьтесь и ждите. А я закрываю вот это окно. Сюда тоже может залить, но вряд ли. Но на всякий случай надо закрывать. А окно у Кирилла выходит на марину. То есть на пирс. Вот там палуба наша. Там соседи. Закрываю. Раз, два. Ёлы-палы, смотри, сколько у нас вещей. Блин, вообще просто. Сумочки всегда мы стараемся прятать под кровать. Звон бокалов, слышите? Как звучит музыка яхтинга. Кто у нас здесь? Спартак, который... Ой, это что такое? Это что, для акваланг? На острове Духов еще планируем почистить яхту. Будем снимать, как капитан аквалангирует. Давайте я вам покажу, где мы стоим, потому что мы сейчас отойдем, я вам не покажу. Это нормальная цивильная марина. Здесь вот такие штуки, к которым все, так скажем, подключаются. И здесь есть электричество, вода. Вот так вот стоят все привязанные лодочки. А мы с вами пойдем в море. Мне нравится эта тумбочка. Классная. Бареточка. Давайте-ка посмотрим. Мы выходим. Капитан за штурвалом. Обдувает ветерок. Когда стоишь в порту, очень жарко, вообще не продохнуть. А выходишь в море, начинается на ходу обдувать ветерком, и становится просто классно. Я думаю, что там даже будет возможность покупаться около острова Духов. Каждый час
Время словно сон. Мои ролики для вас. Я сейчас лежу на носу катамарана, и передо мной открывается, как вы думаете, какой вид? Вот так вот. Мы уже почти подошли к острову Духов. А почему мы в обуви? Разве на яхте ходят в обуви, Спартак? Давай снимем ботинки. Да, надо снимать ботинки. Видишь, мы босые ходим, босыми-то потушками. Да, духи до сих пор там стали. Им есть где жить просто, по ходу дела. Вон там сколько всего. А там ведь он кто-то стоит, смотри, вон, видишь, прямо у берега. Итак, что сейчас будет делать капитан? Ну-ка, я сейчас сяду вот на самый нос, на вот этот вот стульчик. Отсюда будет хороший обзор. Капитан открывает парус. Как называется этот парус, Кирилл? Стаксель. Капитан открывает стаксель. Смотрите, я прям сижу на самом носу. Это так классно на самом деле. Слушайте, вода прям чистая, мне кажется. Хочется купаться. Какая глубина здесь? 15 метров. Да, 15 метров хорошая глубина. Мне такая нравится покупаться. Короче, что мы решили? Мы решили обогнуть остров Духов вокруг со всех сторон. Сейчас поворачиваем, чтобы посмотреть, есть ли там с других сторон что-нибудь. Ну, то есть, может быть, какие-то есть другие входы, причалы или какие-то здания еще заброшенные. Короче, посмотрим. Смотрите, мы прямо поворачиваем. Остров Духов, получается, вот он, передо мной. Вот. Смотрите, капитан с Спартаком управляют катамараном. Кстати, у капитана Кости тоже есть телеграм-канал, между прочим. Не только у меня, короче, у нас есть телеграм-каналы. Все ссылки вы всегда найдете в описании под видео. Всегда. А еще сайт, на котором можно арендовать катамаран LED, тоже ссылку вы найдете там в описании под видео. Держитесь! Смотрите, сейчас волны будут, а я тут на самом кончике сижу. Так, интересно, что же там изменилось за это время? Что там нового? Ну, надеюсь, что все хорошо. Что там так же страшно, как и раньше. Смотрите, как лучи собираются в единый пучок. Это моя тень. И я такая типа подсвечиваюсь лучами. Вообще у острова Духов, я помню, очень прикольно было купаться. Но чем ближе к берегу, тем больше водорослей. Ну, хотя чистая достаточно вода. Можно купаться, я думаю. Интересно, а на дне острова Духов есть какие-нибудь артефакты? Ведь наверняка, раз там сплошная заброшка, то и здесь, наверное, что-то повыбрасывали в воду. Сегодня капитан планирует почистить корпус катамарана. Ну, когда мы будем сейчас стоять на якоре, а мы сейчас будем стоять на якоре, я буду снимать сейчас, как мы будем швартоваться. Ой, не швартоваться, а бросать якорь. Ну что ж я такое говорю, ну извините. Так, сейчас будем бросать якорь. Смотрим, как это выглядит. Итак, капитан достает из вот этого потайного помещения, я бы это назвала так, потому что оно действительно большое. Там у нас находится якорь-цепь и вот такая вот электронная лебедка. Просто нажимаешь на кнопочку, и якорь падает в воду. А дальше пульт управления с мостика капитанского. Все дистанционно и удобно. Представляете? Представляете? А вот там якорь. Видите якорь? Нет, не видите, наверное. Вот якорь, вот так он выглядит. Не совсем выглядит как якорь в понимании, знаете, как рисуют. Это такой современный якорь. А, вот и остров Духов. Так, ну-ка, там что-то написано. Так, вот он, вот этот причал, на который вставать нельзя. И надпись «Забра». Так, она была, эта надпись, раньше? Я помню, была на бетоне надпись, а теперь «Забражен прилаз». Так, лестница. Это что такое? Видели там эти какие-то стулья или что это? А вот «Забражен приступ». Так, здесь что? Здесь ничего нет. Все по-старому вроде как. Так, внимательно в оба глаза смотрим. Может быть, вы что-то увидите. Я увидела только какие-то странные стулья. Вон там, что это такое голубое? Что это такое голубое? Этого, мне кажется, не было. Мне кажется, там что-то поменялось. Нас встречают голуби, им можно отдать швартовые. А помнишь, собаки были здесь без дома? Не, раньше собаки, а теперь, мне кажется, они не выжили, и их души вселились в голубей. Видишь, вот как раз там, сколько их? 4 голубя.
и было 4 собаки. Помнишь, Кирилл? А еще здесь вот этот вот стул и стол. И такое ощущение, как будто там, да, кто-то сидит. Кто-то нас встречает, явно. Уже вечер, закат. Жесть! Что там? Просто или ветер, или реально низ. Трем?